Всем привет, с вами Shock Game. Вот, мы находимся на орбите планеты Атхнар в режиме выживания. Так вот, для всех пользователей и для всех игроков Хелион вышла долгожданная новость о том, что Зоркин выпустил наконец-то долгожданный мод для ваниль сервера. Так вот, он нам написал такие строчки. Всем привет от Зоркина. После долгого месяца тестирования и полировки, заставляющего страдать Красный Легион. Кто не знает, Красный Легион — это тот, кто тестировал непосредственно мод. Вот, мы наконец готовы назначить дату релиза. Мы запланировали на эти выходные выпуск 12 декабря 2021 года. Будем надеяться, что все пройдет гладко, и мы все хорошо проведем время с тем, что мы так долго готовили. У нас есть очень длинные заметки о патчах, чтобы дать их вам, ребята, и я надеюсь, что вы сначала прочтете их все, прежде чем станете просвещенными на каналах в Дискорде, на форумах и так далее. То есть, прежде чем говорить о том, что было сделано, желательно почитать. Так, хотя HRPL Lite есть много полезностей, имейте в виду, что он по-прежнему использует оригинальные серверы ванили. Поэтому я должен напомнить вам, пишет Зоркин, что мы направили все свои силы на исправление проблем на стороне клиента. Задержки, повторные симуляции неисправлены. Игра значительно улучшена, по крайней мере. Такова наша оценка. Теперь пришло время вам, ребята, поделиться с нами своими впечатлениями. Так, ну что, там есть дальше очень много информации. Давайте потихонечку будем все это изучать. Вот, а сейчас, что делать? Давайте откачаем воздух и потихонечку будем выходить из корабля. Смотреть, что там происходит с этим астероидом. Так вот, дальнейшая информация. Главное, пришло время впервые попросить вас выйти из Криопод и присоединиться к нам в нашем первом выпуске для HRP Lite. Для тех из вас, кто не следил за разработкой HRP Lite, это вариант HRP, который включает в себя первый выпуск исправлений на стороне клиента и улучшения качества жизни, которые сами по себе могут сделать ваш опыт в Хелион намного лучше. Конечно, согласен. Первый опыт в Хелион был достаточно своеобразный. Очень много было проблем, очень было много лагов. Вот дальше. Что он пишет? Исправления на стороне сервера, такие как случайные проблемы с сетью, задержки, симулятор повторного входа, махинации с деформацией и другие загадки на данный момент исправляются в HRP Full. Но когда сервер для HRP Full будет стабилен, HRP Lite может воспользоваться этими исправлениями и предложить вам минимальный опыт с гораздо большей стабильностью. А пока давайте отпразднуем первый выпуск HRP Lite. Я думаю, что мы проделали с ним отличную работу, протестировали все, что могли. Я уверен, что некоторые ошибки прошли наши тесты, и мы будем продолжать исправлять их по мере появления. Так вот, дорогие друзья, что я могу сказать? Поздравляю, вышел наконец-то долгожданный мод. Так что там дальше у нас есть описание этого мода. Как он будет устанавливаться? Он будет устанавливаться, естественно, через лаунчер. Так что всем, у кого есть Discord Зоркинда, ссылки внизу, пожалуйста, скачайте этот лаунчер, установите его, и вперед. И вперед можно будет использовать этот лаунчер для установки, для обновления игры. Так вот, пока мы не выходим из корабля, продолжим. Спасибо всем вам за ваше терпение и поддержку на этом долгом пути. Это было бы невозможно, если бы все не подталкивали бы меня вперед. Особенно наши спонсоры, которые поддерживали меня во все время это. У меня были неудачи были на этом пути, но люди, которые его поддерживали финансово, помогли преодолеть эти неудачи временные. Сейчас мы, я думаю, посмотрим, что там у нас непосредственно на астероиде. Так вот, дальше продолжаю. Пожалуйста, прежде чем вы приступите к игре, я призываю вас прочитать обширные заметки о патчах, которые мы подготовили для вас. Это потребовало много работы. Я уверен, что
ну, что мы могли что-то упустить. Мы многое сделали в этом проекте, а иногда за этим трудно было уследить. Да, кстати, от имени всей команды я заранее желаю вам всего отличного Рождества и счастливого Нового года. Ну, что я могу сказать? Тоже присоединяюсь к этим поздравлениям и хочу пожелать, чтобы 22 год был достаточно неплох для всех. Так, теперь, пожалуйста, следуйте по этому пути к ссылкам для скачивания и получать удовольствие. Ну, сразу могу сказать, что ссылки на скачивание клиента есть в Дискорде. Вот, есть там такая тема Download. Вот, вы скачиваете, устанавливаете лаунчер, и с помощью этого лаунчера обновляете клиент. Так вот, дальше он продолжил. В прошлом году я объяснил, почему мы решили отказаться от разработки HRP. И эта причина все еще остается в силе, но она была расширена. С некоторым из наших более агрессивных изменений и предложений для HRP мы почувствовали по вашим отзывам, что было бы интересно полностью очистить и исправить ванильный опыт, но без больших изменений в этом, как устроена игра и то, что HRP Lite может сделать для вас. Ну, то есть достаточно сложный такой у него был подход, достаточно агрессивный. Когда HRP Lite берет на себя эту роль, мы можем спокойно и свободно экспериментировать с некоторыми идеями, которые раньше были бы невозможны из-за того, насколько поляризовано сообщество в связи с этими изменениями. Ну, ни от кого не секрет, что часть игроков говорили, что оставьте как это все как есть, только улучшите геймплей игры в том отношении, чтобы не было там вылетов, лагов, что можно было строить большие станции, ну все в таком духе. Ну вот они как бы, разработчики, тот же Зоркин, подошли чуть-чуть с другой стороны. Они сказали, что мы хотим более радикальных изменений. Ну вот у них такие возникли конфликтные ситуации, поэтому они как бы выпустили первую версию, это Lite. Вот. Но, говорит, дальше он продолжает. Это не означает, что HRP Full будет меньше возможностей. У него будет много настроек, но некоторые изменения могут быть нестабильными из-за того, насколько они эффективны в игре. Ну, то есть они хотят вообще пересмотреть весь клиент. Ну, и не только клиент, но и сервер. Все, что добавлено в HRP Full, которым можно поделиться с HRP Lite, будет передано это и не изменит ванильный опыт. Ну и вот в двух словах об этих двух клиентах. HRP Lite тот, что сейчас вышел, это ванильный опыт, улучшенный и исправленный. HRP Full — это его мнение о том, что развитие Хелиона могло бы продолжиться. Full — это как бы такой режим достаточно новой игры, так скажем. Ну и тут небольшой там есть такой документ PDF-овский. Когда вы зайдете в Download, вы его прочтете. И там краткий справочник по приложению запуска версии 1.0. Первым шагом по установке приложения запуска является его загрузка по ссылке. Там дается ссылка Helion Space Install. Для Microsoft Edge и для Internet Explorer доступ к этому адресу приведет к немедленному открытию установки. Помощник приведет вас через весь процесс. Edge может предупредить вас, что этим сообщением, когда вы перейдете по ссылке, нажмите кнопку «Открыть», чтобы продолжить. Для Chrome и Firefox будет загружен файл. Запустить этот файл в помощнике по установке проведет вас через весь процесс. Во время процедуры установки вам может быть выдано это предупреждение. Это проверка Windows, проверка ли ваше приложение и подписано ли оно сертификатом. Ну, то есть центр сертификации. Чтобы продолжить, нажмите кнопку «Установить». Ну да, то есть многие отключают этот центр предупреждения. Вот, и так что смело жмите «Установить». После установки приложение будет расположено в вашем меню «Пуск» в папке с именем Зоркинд. Так, автоматическое обновление приложения такого лаунчера. Когда вы запустите приложение, оно будет проверять наличие обновлений перед тем, как будет представлять вам, сохраняя приложение обновленным и готовым к работе. Ну, это замечательно. Автоматически. Нажмите кнопку «Ок», чтобы продолжить загрузку новой версии. Никогда не пропускайте обновления, это может вызвать проблемы с процессом исправления.
Ну, там дальше идет информация, основной пользовательский интерфейс, окно журнала. То есть вся будет информация приложения дела в фоновом режиме, реакции на ваше взаимодействие с приложением. Исправление запуск, где вы сможете исправить или запустить Helion. Статус отображения текущей задачи, статус приложения. Угу. Потом версии будут обозначены. Используйте стрелку, раскрывающую списка, чтобы выбрать версию. Ну и в таком духе. Патчите игру. Ну, у вас появятся 3 вкладки. Ну, примечание к исправлениям, отображение, настройки, путь к игре, загрузка файлов. Но одним словом, вы установите лаунчер. Вот, и в этой же папке Download, которая есть у Зоркинда в Дискорде. Вот ссылки, кстати, на Дискорд Зоркинда внизу под этим видео. Пожалуйста, пройдите вниз там, скачайте. Угу. И зайдите и скачайте сам инсталл установщик. И все, и у вас появится такая возможность. Так, ну давайте мы потихонечку будем вылетать. Пробуйте, ставьте, смотрите. Я заходил уже в сетевое окружение. Появились сервера. Как раз они обозначены HRP Lite. Вот таким планом. Все достаточно хорошо. Ну, что я могу сказать? Еще раз от себя лично могу поздравить все-таки. Все-таки этот мод вышел. Ну, я очень сильно надеюсь, что он облегчит, как говорится, вхождение в игру. По поводу ключей и возможности загрузки стимовской версии. Ну, что я могу сказать? Достаточно сложная ситуация. Она связана с тем, что загрузить вот сейчас стимовскую версию, ну, купить ее практически невозможно. Но единственное, что есть, насколько я понял, возможность скачивать этот режим с ключей, которые были до этого куплены. Понимаете, какая хитрость? То есть кто-то купил до этого, ну, даже не купил, а установил Helion. То есть, а потом соответствующий аккаунт, ну, как бы был закрыт. Так, ну что, мы пролетели. Тут ничего такого сверхинтересного нет. Ну, я там увидел опять руду для изготовления топлива. Но это не то, что нас интересует. Ну, одним словом, все достаточно понятно и ясно. Так что, возможно, давайте перелетим на корабль и выдвинемся, наверное, скорее всего, в сторону своей базы. Давайте еще, может быть, посмотрим, что у нас тут. Вот еще у нас тут есть соответствующие выходы жил. Но это не то, что нас интересует. Мы видим там железо, еще что-то по мелочам. Но одним словом, лаунчер есть. Возможность его скачать в Дискорде есть. Установить его. Там есть PDF-файл. Можете его перевести. Почитать, как там его правильно все это. Как правильно установить соответствующий лаунчер. И все. И можно использовать этот мод, который улучшит геймплей игры. Ну все, давайте тогда на корабль. Вот, ну, такое достаточно короткое, по всей видимости, видео получается. Но еще раз говорю, что там вопросы, все вопросы можете задать в Дискорде. Вот, Зоркинд сейчас на эти вопросы с большим удовольствием отвечает. Достаточно открытая комьюнити. Пишите, там особенно мне понравился вопрос, связанный с тем, что как так, где русский язык. Но на самом деле он говорит, что лаунчер на английском языке, а вот то, что вы обновите свой клиент, это никак не влияет на выбор языка, то есть игры самой. То есть, пожалуйста, то есть ничего не перепутайте, все тут все очень доступно, понятно там происходит. Ну, скачивайте, ставьте. Ну, наконец-то мод вышел, конечно, много было скепсиса по этому поводу, что нет, ничего не улучшит, вот как есть Helion со своими проблемами, так он и останется. Ну, я могу сказать, что все-таки ситуация меняется к лучшему. Ну, давайте, как он сказал, как он написал, что остановиться надо на лайте.
Он как бы дает время, такую так называемую передышку. Все более-менее успокоятся, комьюнити, по поводу того, насколько там какие будут изменения, вот, которые не должны привести к каким-то радикальным последствиям, да. Так, ну что, давайте тогда выйдем на орбиту от Хнара. И вот с этой орбиты уже будем потихонечку стартовать к себе домой на Битир. Вот так, я все-таки думаю, что пора уже здесь заканчивать. Это такой долгий путь. Вот. Ну, еще раз всех поздравляю. Все-таки появилась у нас всех возможность хорошая скачать этот лаунчер, установить его. Вот. И это будет очень замечательно во всех отношениях. Так вот, с моей точки, с моего предложения, давайте я как бы продолжу дальше игру пока в локальной версии. А вот в серверной части, наверное, я посмотрю. Скорее всего, будет какая-нибудь интересная такая, может быть, стрим будет. Так что пишите, предлагайте. Возможно, будет, да, небольшой стрим. Так, давайте выйдем на орбиту. Варп перемещения. Так, что у нас тут уже? Варп-ячеек-то не осталось. Ну, давайте так. Поставим парочку варп-ячеек. Здесь у нас уже вообще все грустно так. Так, у нас тут есть еще одна, да? Полупустая, Давайте ее используем. Еще раз посмотрим. Здесь у нас две варп-ячейки. Вот, да. Дожгем их. Встанем на орбиту. И потом с этой орбиты уже будем стартовать. В принципе, мы нашли обоймы. Нашли ресурсы. Осталось только найти автомат и снайперскую винтовку. А так, я думаю, мы сейчас в Битире продолжим прохождение кампании. Очень, кстати, интересный вариант. Просто пройти кампанию хотя бы в Битире. Или, может быть, просто прилететь на Битир и полететь в ИА. На планету ИА. Так что предлагайте. Давайте сейчас мы встанем на орбиту. Так. Угу. Вот. Улетим с этого астероида. Вот так. Это будет быстро. Так, на втором варпе. Давайте быстренько. Это у нас минуту займет это все. Безобразие. Так, все. Ох ты как, что тут об меня осколки бьются. Внимание, осколки. Так что я говорю еще раз, хорошая новость. То есть, в принципе, из-под любого браузера можно это скачать, установить. Там, кстати, очень интересное окно появляется запуска. Вот. Вы там патчите игру, там. Все таким планом. Так что вот так. Рекомендую поставить, попробовать. Но это обновление самого непосредственного клиента. То есть исправление ошибок там, исправление там различных неточностей. Но все равно это как бы гораздо лучше, чем было то до этого. Интересно вот посмотреть, как клиент выдержит количество соответствующих там модулей, баз. Это будет интересно. Вот видите, но единственное, я так понял, что насколько там локализованная версия именно для вашего персонального ПК, то есть когда вы персонально запускаете на своем компьютере, я вот это как бы еще не прочел основную информацию. Так, все. Мы встали на орбиту. Давайте так. У нас тут уже, в принципе, все ячейки выгорели, да? Вот давайте мы поставим еще парочку. И вперед, в полет. Так что вот таким планом. Хорошая новость. Что еще могу сказать? Одни плюсы. Одни положительные эмоции. К этому очень долго шли. Почти, сколько? Больше года. Его этот патч делали. Так, давайте что? Я, наверное, буду сейчас строить маршрут.
Вот. Маршрут сперва на Нимат, потом дальше на непосредственно Битир. Вот. Давайте таким планом. Вот, сперва на Нимат. Создаем произвольную орбиту. Вот так. Варп перемещения. Выравниваем все. Вот, ну тут уже полетим, конечно, на третьем варпе, потому что смысла нет сжигать время. Ну, то есть долго. Можно вообще, конечно, без варпа лететь. Ну, так вот, на нуле, но это очень долго. Так, ну, где-то 12 минут, да, перелет займет. Так что вот таким планом. Все, возвращаемся мы на родную станцию Битир. Так, ну что я могу сказать? Наверное, я сделаю небольшой такой вырез видео. И вы уже посмотрите уже непосредственно, как я подлечу к своей станции. Все, давайте пока на этом сделаем такую небольшую паузу. Ну вот. И я уже начну записывать видео уже непосредственно, когда мы будем подлетать к своей станции в Битире. Ну все. Перелет завершен. Мы подлетаем к планете Битир, где находится наша основная база. Вот, сейчас мы встанем на орбиту и потом полетим к своей базе. Вот, подгоним Аргус, выйдем из нее, откачаем воздух, ну все как по стандартной схеме и скорее всего в криокамеру. Вот, и дальше у меня такое как бы есть предложение начать проходить кампанию, хотя бы рядом с планетой Битир. Там у нас есть огромное количество заданий. Посетить астероиды, посетить станции, Эверест, Бурнер. Ну, одним словом, вот таким планом. Предлагаю начать прохождение кампании. Вот, а по патчу могу сказать только одно. Что все замечательно. Вы можете вот вниз под этим видео зайти на ссылки в Discord. Это уже непосредственно Зоркинда. Или зайти в ВК. Это уже наше есть такое русскоязычное комьюнити, где можно почитать про этот непосредственно патч. Так что вот таким планом. Давайте сейчас мы сделаем перелет непосредственно к нашей станции. Так, все у нас достаточно неплохо получилось. То есть у нас такой достаточно был затяжной полет. Ну что делать? Так. Все, летим. Вот. И по ходу прохождения на орбитах Битира мы все-таки, я думаю, потихонечку будем собирать уже станцию. Привезем командник. Вот. И соберем себе что-то типа станции. Так. Давайте тройку тогда. Чуть быстрее. Полетим. Не будем экономить. Пора уже обратно. Пора уже домой. Помните, как пора домой. Так что еще раз говорю. Мод от Зоркинда вышел. Его можно скачать уже. Вот, установить. Этот мод обновит вашу клиентскую часть игры. То есть я уже заходил, смотрел, уже появились сервера уже с названием HPR Lite. То есть есть также русскоязычные сервера, то есть где вы найдете своих игроков, с которыми вы сможете спокойно общаться на родном языке. Это очень интересно. То есть можно войти в какой-нибудь легион, там, в клан. То есть пройти полностью игру. Я уже сталкивался с теми, кто как бы давно играет в Хелион, но они до конца, ну не все, но определенная часть еще не прошли кампанию, и им, конечно, это все будет очень интересно. Так что предлагаю присоединиться к дальнейшему продолжению прохождения игры.
Вот, у меня есть огромное желание все-таки пройти эту кампанию, записать определенное количество видео, выложить их, чтобы вы сами смогли оценить, посмотреть, сказать, как это все будет выглядеть. Я до конца сам не знаю, но все-таки рекомендую. Вот. Посмотреть, может быть, это будет для кого-то интересно, для кого-то это будет, конечно, не очень. То есть, как бы пройденный этап, но все равно рекомендую. Так, ну что, подлетаем к нашей родной станции на Битире. Там у нас обозначение очень интересное, ЦБМ. Ну, вот когда будет у нас командник, когда мы прицепим командник, там будет совершенно, можно будет уже поставить соответствующее название. Вот. Мы цепляться пока не будем. Станции выгрузим все, что можно будет выгрузить. Сделаем небольшой запас по ресурсам. Это для того, чтобы когда мы по заданию найдем Аргус, мы его зацепим и сюда перевезем на нашу основную станцию. Так, вот мы сближаемся, смотрим. Так, снизим чуть скорость. Слишком лихо мы тут накатываем. Давайте еще помедленнее. Развернемся. Вот так. Это будет хорошо. Как-то говорит, это будет хорошо. Вниз. И чуть вот так. Левее. Ну, то есть чуть боком будет, да? Вот так. Еще тоже сбросим скорость. Угу. Вот, давайте левее. И на свою станцию. Вот, когда будет командный, тут, конечно, не будет никакого названия типа ЦБМ там, или еще что-то. Там будет уже непосредственно название вашей станции, как вы назовете, да? Так, ну все, вот этого достаточно. Вот, и поближе чуть-чуть. Можно еще пониже. Ну, короче, тут экспериментировать выше-ниже. И вперед. Главное, чтобы нам было удобно разгружаться. Чтобы был выход нормальный. Сейчас мы откачаем воздух и перейдем уже непосредственно на свою станцию. Все, вот так этого достаточно, я думаю. За глаза. Все. Одеваем шлем, откачиваем воздух. Все, достаточно неплохой был полет, результативный. Все, что мы хотели. Ну, конечно, не все, но кое-что мы добыли, но все равно. Хотелось бы, конечно, большего, но что делать? Так что вот так. Так что еще раз могу сказать, что скачивайте лаунчер, устанавливайте. Смотрите, как все это будет выглядеть. Я думаю, все будет хорошо. Так, ну все, откачал он воздух, да? Сейчас проверим и выходим из корабля. Так что предлагайте. Ну вот с моей точки зрения, ну как бы продолжить прохождение кампании, потому что там нам придется и на Битире проходить, и летать по Эвересту, там, Бурнер, читать по заданию, что нам будет предлагать офицер Теона Майер. Конечно, такая интересная история, перед которой стоит, перед этим офицером стоит задача спасения человечества. Ну все, давайте на свою базу. Как она тут? Не развалилась? Все хорошо. Так. Угу. Все. Life Support. Ну, по-моему, все достаточно неплохо. Mine накачиваем воздухом. Так, включаем фильтрацию воздуха. Что у нас тут? Запасы ресурсов, сервомоторы, катализаторы. Ну, в общем-то, все неплохо.
Так, и что у нас? Power Simply. Угу. Фабрикатор Heaven у нас запитанный. Все достаточно хорошо. Снимаем шлем. Свежий воздух. Битира. Так, смотрим. 0,7 давление. 0,8. 0,9. Единица. Все отлично. Так вот, еще раз говорю, здесь под видео непосредственно есть ссылка. Скачивайте. Скачивайте этот мод, устанавливайте его. Он достаточно хорошо и качественно исправит клиент вашей игры. То есть я очень надеюсь, что вам будет комфортно играть в Hellion. И еще такое предложение. Заходите в Discord, пишите Зоркинду, скажите ему спасибо огромное. А я вам говорю пока-пока. До новых встреч.